Всем привет, вечер пятницы. Я веду съемку из сборочного цеха Bixbit. Собственно говоря, вот здесь проходит финальная ручная сборка нашей продукции. Со мной мой друг Сергей. Всем привет. Я попросил Сергея рассказать немножко о конструкции ячейки, то есть из чего она состоит, как это работает и вообще. В данном случае у нас представлена ячейка для 6 ASIC устройств S9. Данная ячейка позволяет нам отвести тепло от устройств общей мощностью 15 киловатт. Это говорит о том, что весь конструктив, вся гидравлическая часть, теплообменное и циркуляционное оборудование в нашей ячейке подобрано для того, чтобы отвести от устройств 15 киловатт выделяемого ими тепла в ходе их работы, то есть в ходе майнинга. Хочется отметить именно по конструктиву самой ячейки о том, что встречалось намного высказываний, да, и в наш адрес именно в том, что исходя из маленького объема самой ячейки и плотности размещения самого оборудования, то есть самих асиков, были такие высказывания, что якобы объема жидкости не хватит для того, чтобы эти устройства охлаждались. Так вот, здесь нужно заметить то, что устройство охлаждается не исходя из объема жидкости, который расположен в самой ячейке, а от объемного расхода жидкости, то есть объема в единицу времени, будь то там метры кубические в час, либо литры в минуту. То есть на чем хочу сделать акцент? На том, что наша ячейка является полностью готовым устройством, в котором вся гидравлическая часть, это трубопровод, да, то есть диаметры трубопроводов, теплообменное оборудование, вот теплообменник в данном случае, вы можете его видеть, и циркуляционное оборудование, это сам насос, он находится вот здесь у нас в правой части. Дальше разберем, покажем вам. Все это оборудование подобрано именно для того, чтобы отвести 15 киловатт тепла. Исходя из используемой нами диэлектрической жидкости, нашей жидкости кулент и, соответственно, непосредственно самого охладителя, который мы используем уже для охлаждения в теплообменнике самого диэлектрика, самой диэлектрической жидкости. То есть, подытожу, все оборудование подобрано, рассчитано исходя из различных теплофизических свойств жидкостей, теплофизических свойств самого оборудования, да, то есть насосов, это объемный расход, напор, гидравлическое сопротивление, создаваемое в самом теплообменнике, да, в трубопроводе. Все это посчитано, подобрано, и все это работает. То есть установка позволяет вам эффективно и, повторяюсь, надежно отводить тепло от оборудования, и вы получаете полностью готовое устройство, которое готово к работе, готово майнить и готово зарабатывать. Сейчас хочется показать именно комплектующие, да, это то, из чего мы делаем наши ячейки. В данном случае основными частями является непосредственно сам теплообменник. Сейчас мы его здесь разберем. Ну и, конечно же, циркуляционный насос. Это те две основные части, без которых никакого отвода тепла невозможно, так как теплообменник в данном случае, как я уже говорил, отвечает за расход теплоносителя в нашем контуре, это диэлектрической жидкости. Вот. А теплообменник непосредственно за теплообмен. В данном случае теплообменник подобран, как я уже рассказывал, исходя из всех теплофизических свойств жидкостей и, соответственно, исходя из инженерных расчетов, то есть учитывалась теплоемкость, теплопроводность, плотность жидкости также имеет большое значение, так как теплоемкость имеет размерность в килограммах на метр кубический. Ой, извиняюсь, то есть теплоемкость имеет размерность килограмм на метр кубический, а теплоемкость определяется в килоджоулях на килограмм на градус Кельвина. Соответственно, плотность тоже
в именно расходе жидкости в формуле она присутствует и характеризует расход. Вот в данном случае мы видим наш теплообменный модуль. Это теплообменник на 15 киловатт, позволяющий, как я уже говорил, отвести тепло от устройств. И, соответственно, насос. В данном случае электрическая часть, конечно же, не закоммутирована, но мы об этом упоминали или не упоминали, что данное видео оно направлено на то, чтобы показать именно сам конструктив и вот именно гидравлическую часть и теплообменное оборудование. Мы в прошлом видео, то есть, как бы показывали. То есть, с электрикой более-менее все понятно, здесь ничего такого особенного. Ну как понятно, на самом деле, мне кажется, стоит сказать о том, что наше оборудование, например, асики подключается не в розетку, то есть, а напрямую. Не, напрямую коммутируется к предохранительным устройствам, то есть к автоматам. Вот. То есть все в этом плане все надежно, никакого там возгорания, плавления розеток и всего такого быть в данном случае не может. Ну, как я уже говорил, видео направлено на том, чтобы именно показать вот эту всю гидравлическую обвязку и теплообменное оборудование, чтобы показать, что несмотря на весь конструктив и небольшой объем плотности оборудования, наша ячейка способна эффективно и, повторяюсь, надежно отводить то количество тепла, которое мы заявляем и которое находится непосредственно в самой ячейке. То есть то, которое выделяет сами устройства, то есть асики, в данном случае S9. Отлично. Я думаю, что в принципе все понятно. Как бы ничего на самом деле сложного нету. Если вы инженер, у вас есть опыт, и руки у вас растут. В принципе. То есть, да, те, кто разбирается в теплофизике, для них это все должно быть понятно. Те, кто пытается что-то изобрести свое и придумать какие-то новые законы физики, да, они будут говорить о том, что и объема жидкости не хватит, ну и обо всем остальном, то, о чем только может вызвать, ну, как бы такой, я не знаю, ну, смех, что-то вроде этого. Для тех, кто в этом, конечно же, разбирается. Единственный момент, хочу, конечно, обратить внимание, опять же, и на комплектующие, да, то есть циркуляционное оборудование мы используем только топовых производителей, которые уже себя зарекомендовали. Ну, в принципе, не только, то есть, как бы можно посмотреть, да, то есть, как бы на все остальное, и все сделано. То есть, это производители, которые производят надежное и, как я говорил уже, теплообменное оборудование, и циркуляционное, в данном случае насос компании Grundfos, это известный мировой бренд, насосное оборудование, которое устанавливается во всех, не знаю, значимых объектах, да, то есть те, кто хотят надежности, хотят стабильности работы и, главное, эффективности, используют именно это оборудование. Ну что, спасибо, Сергей. Я думаю, что, в принципе, все как бы достаточно понятно. Если будут возникать вопросы, мы, наверное, на них ответим. Да, мы постараемся? Конечно, постараемся. Если там что-то не будет нового, такого, чего-то там из области неизведанной новой физики, то можем и не ответить, конечно. Но постараемся объяснить, что это не работает. На самом деле это не так, да. Хорошо. Такой момент есть. Хорошо, все, спасибо. До встречи на нашем канале. Да, всего доброго. До свидания.